Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами на трассе Р-280. Едем с вами из Крыма. Одно видео я уже показал. И решил я проехать не по объездным дорогам, а именно вот по населенным пунктам. И первый у нас Мангуш. Это Донецкая Народная Республика. Конечно же, есть обход этого населенного пункта. Но думаю, вам будет интересно посмотреть сами населенные пункты, как они выглядят. Дороги, сразу скажу, вот эти магистральные трассы великолепные, все сделано. Здесь вот видите и разметка по одной полосе в каждую сторону. Но вокруг Мангуша, вот если брать, с левой стороны обход Мангуша идет, и там идет бурное капитальное строительство новой четырехполосной дороги, которая будет вписана в систему вот кольца вокруг Азовского моря. 1400 километров приблизительно. Ну а это вот, собственно говоря, сам Мангуш или Мангуш, как правильно, напишите в комментариях, мы не местные. Ну, я вот называю Мангуш. Ну, наверное, Мангуш тоже. Буду и так называть. Посмотрите, и слева, и справа дорога прям рассекает. Это вот центральная часть Мангуша. И дорога рассекает на две части. Ну, раньше в советские времена так было принято, так строили, что идет дорога, и слева, и справа жилые постройки. Вот здесь, собственно, разделение направлений. И вот с левой стороны виден там такая зеленая красивая аллея. По две полосы здесь уже вот в центре. И никаких нареканий. Вот как будто здесь ничего и не происходило. Вот смотрите. Красота, да и только. Проезжаем и любуемся. Все здания целые. Ну, возможно, здесь меньше пострадали все здания, и административные, и жилые помещения. Ну, вот такое кольцо, и мы берем чуть левее по кольцу и ходим вот теперь правее в сторону Мариуполя. От Мангуша до Мариуполя приблизительно 15 километров. И сейчас мы вот выйдем с вами за поселок на трассу, где идет довольно-таки бурное строительство. Еще раз подчеркну, вот здесь именно эти интервалы строится четырехполосное движение. Я уже показывал как-то дорогу, что вот от Ростовской области и до Мариуполя вот этот кусок дороги практически в четырехполосном исполнении уже везде. Ну, естественно, населенные пункты, которые наверняка уже строятся обходы этих населенных пунктов, тоже в четырех полосах. Ну, а пока мы вот с вами еще в Мангуше. Я все не привыкну, как правильно говорить. И смотрим, ну, посмотрите, жизнь идет, жизнь налаживается. Вообще, вот Донецкая область или Донецкая Народная Республика, кому как нравится, ну, многие еще по-старому называют. Здесь идет бурное строительство дорожные работы. Это вот самое главное, с чего все началось. Некоторые, вот закончился Мангуш, видели мы вот знак перечеркнутый красной лентой, красной полосой. Ну и, собственно говоря, сейчас вот примыкание объездной дороги будет с левой стороны, и идет полномасштабная стройка. Везде дороги, это самое главное, с них все и начиналось. Великолепные дороги уже в некоторых населенных пунктах сделаны. Конечно, не везде еще. Вот я специально вам показываю, смотрите, и вы все это оцените. Ну вот, собственно говоря, вы уже все и видите. Желтая разметка временная, и вот с левой стороны там вот уже идут масштабные работы. И слева, и справа выбирают вот корыто под основание будущей дороги. Конечно же, подушку нужно сделать мощную, там такой слоеный пирог будет, и песок, сначала уплотнение грунта, потом песчаная подушка, потом щебень, ну и уже все это уплотняется, ну и в конце концов там 2-3 слоя асфальтобетона укладывается, ставятся разметки, тротуары, остановочные комплексы, все это будет в процессе. Ну а пока здесь идет стройка.
Мне просто стало интересно, можно было бы, конечно, все это объехать по объездным дорогам. Ну, конечно, Мариуполь пока не объедешь. Вот, кстати, если вы едете в Крым или из Крыма в сторону Таганрога, пока Мариуполь никак не объехать. Едете вы вот по проспекту Ленина и дальше там, по-моему, Ильича, и двигаетесь в сторону Таганрога, все это смотрите. Практически транзитный транспорт весь идет сейчас через центр города. Но сейчас я, правда, не видел, но говорят уже и пишут, что активно строится уже объездная дорога Мариуполя. Весь транзитный трафик будет проходить именно по ней, не заезжая в Мариуполь. Ну, а здесь вот, смотрите, собственно, сами практически все 15 километров от Мангуша до Мариуполя идет стройка. Но пробок нет, движение довольно-таки такое, ну, среднее, скажем так. Таких вот особых тянучек нету. Едете, едете. Вот и слева, и справа установлены вот эти наливные, водоналивные блоки временные. Видите, строительная техника перевозит ее с одного места на другое. Ну и, собственно, вот здесь уже, видите, кусочек дороги, по две полосы в каждую сторону. Правда, барьерного ограждения на разделительной, вот, на осевой пока нет, но это обязательное условие отделить направление движения, чтобы, не дай бог, какие нештатные ситуации и машины не выскакивали на встречные полосы движения. Это вот, по-моему, самые такие опасные ДТП происходят, когда происходят, не дай бог, лобовые столкновения. Ну и, собственно говоря, вот опять, видите, технику повезли строительную. Погрузчики постоянно перемещают их, и бурно идет строительство. Ну, а мы тем временем вот с правой стороны экскаватор тут уже выемку грунта делают. Нужно ведь все это спланировать. Где-то овраги, где-то холмы. Все это нужно привести к нормативному состоянию. Определенные уклоны должны быть на дороге. Ну и, собственно говоря, работы идут. Кто-то говорит, там, к 26-му, 27-му годам части дороги будут построены. Ну, проект огромный такой. Я думаю, что до 30-го года все это сделают. Я имею в виду полностью кольцо вокруг Азовского моря замкнут в четырехполосном исполнении. Пока вот едешь по Запорожской области, по Херсонской, дорога шикарная, сделана, но по одной полосе в каждую сторону. Обгонять, конечно, можно, там не везде сплошные полосы идут, но все равно 4 полосы, согласитесь, лучше, чем 2. Ну, а мы потихонечку с вами вот за разговором подъезжаем к Мариуполю. Мариуполь, конечно, сейчас отстраивается. Я так понимаю, это вот сейчас Мариуполь, витрина Донецкой Народной Республики. Большинство средств вкладывается в нее, и даже вот немного по разговорам жителей самого Донецка, областного центра, город-миллионник, немного даже Мариуполю завидуют и злятся, что большая часть средств уходит на восстановление Мариуполя. Ну, не знаю, насколько это правда или нет, это на уровне слухов, разговоров. Но я так вот слышал, и такие вот разговоры ходят, что жители Донецка, конечно, немного злятся и завидуют, что вот все деньги уйдут на восстановление Мариуполя. Конечно, по разрушениям не сравнить Донецк с Мариуполем. Мариуполь достаточно сильно пострадал, но сейчас тут тихо, спокойно, и работы идут полным ходом. Вот слышал выступление главы ДНР Дениса Пушилина, что Мариуполь хотят превратить в такой транспортный логистический хаб. Ну, оно и понятно, стоит он на пересечении автомобильных дорог. Здесь железнодорожный транспорт в советские времена был развит, торговый морской порт и, конечно же, аэропорт. Аэропорт, вот сейчас, по словам главы республики,
когда ситуация полностью стабилизируется, начнется восстановление Мариупольского аэропорта. Его планируют сделать международным аэропортом. Сейчас там идет разминирование территории. Ну и я еще помню те времена, сам, правда, не летал, когда такие рейсы, как Москва-Мариуполь были. Прилетали в этот аэропорт. Сколько там? Час с небольшим, наверное, лету. Ну, может быть, 1,5 часа из Москвы, и вы уже в южном курортном городе, можно сказать, Мариуполе. Раньше он был промышленный город, но сейчас все больше и больше уклон делается на туристические маршруты, тем более, что здесь Азовское море и позволяет все это сделать. Там такие поселки, как Мелекино, Ялта, не путать с Крымской Ялтой, здесь тоже на побережье Азовского моря есть поселок Ялта. Урзуф, не путать с Гурзуфом тоже. Народу Урзуф, наверное, самый популярный сейчас поселок для отдыха в Донецкой области. Ну и смотрите, какая шикарная дорога, 2 полосы в одном направлении, едешь, пока камер нигде не замечено, но я думаю, это ненадолго. Я каждые выпуски, когда показываю дороги, всегда делаю акцент на то, что пока камер нет, но это ненадолго. И мы сейчас потихонечку будем с вами въезжать в Мариуполь. Собственно, 15 километров мы с вами проехали. Я, конечно же, где на светофорах, заранее говорю, машины Валбериса и Озона, очень много их. Заранее говорю, что где на светофорах я стою, я вырезаю эти кусочки, чтобы сэкономить время и не затягивать видео. А то будут писать, проехал на красный свет. Ни в коем случае. Просто вырезаю. Ну и собственно говоря, пока пунктов выдачи Валбериса и Озона официальных нет, но на сайте этих 2 маркетплейсов огромных можно найти уже как-то там, пока негласно делают, я так и не понял схему, но можно получать товары в Мариуполе из Озона, из Валбериса. Каким образом там как-то открывают эти пункты, но пока это все на неофициальном уровне. Ну, это, посмотрите, общественный транспорт ходит. Сейчас мы двигаемся с вами по проспекту Ленина. Мы все проспекты, я проеду по Мариуполю и выйду на дорогу Мариуполь-Донецк. Шикарная дорога, я ее вам тоже показывал. До 1989 года Мариуполь назывался город Жданов. И поразительно меня удивило, что переименовали в Мариуполь обратно, историческое название, в 1989 году. Это фактически при Советском Союзе, что по тем временам было, так немыслимо. Жданов — это ведь революционер, партийный работник тех времен, а взяли, если честно, я сначала думал, что в лихие 90-е начали переименовывать, а нет, потом почитал историю, да, действительно, в 1989 году Жданов опять переименовали в Мариуполь. Ну, а тем временем, смотрите, какие тополя вдоль дороги. Здесь на въезде со стороны Мангуша, с левой стороны, огромный жилой массив построили. Много, кстати, видео есть. Я смотрел, видите, я вырезал, на светофоре стоял, чтобы проехать. Много домов строится. Конечно, обратите внимание, с левой стороны, конечно же, как и везде, Мариуполь начинают благоустраивать из центра города и уже разрастается к окраинам. Сейчас идет бурное восстановление центра города, там и железнодорожный вокзал Мариуполя восстановили уже, и дома, исторические дома на проспектах, там дом с часами, где-то мы будем проезжать, тоже все это восстанавливают, и театр мариупольский. Но многие, конечно, пишут, что восстанавливают здесь, витрину делают из центра, а окраины все развалины. Ну, само собой, сначала делается центр. Смотрите, и слева, и справа многоэтажки
Какие-то удается после вот разрушений восстановить, если это возможно. Комиссия строительная делает осмотр, экспертизу, заключение, то, конечно же, эти многоэтажки восстанавливают. Если это невозможно, то остатки руины вот этих многоэтажек сносят, вывозят строительный мусор, ну а на его месте уже возводят или будут еще возводить уже новые современные дома. Ну вот, посмотрите, вот справа многоэтажка, и не скажешь, все красиво. Это вот самый центр, вот они, голуби, эти мира, установленные на проспекте. Но они еще стояли и до боевых действий, поразительно, видите, они сохранились. Восстанавливается также и футбольный стадион, где играл футбольный клуб Ильичевец, по-моему, если мне память не изменяет. Вот он тоже в высшей лиге играл, украинской, вместе с Шахтером. Ну а мы двигаемся с вами дальше. Пока еще и двигаемся вот по проспекту Ленина, затем свернем на проспект Металлургов. Это вот что ни на есть самые центральные улицы. И если вы едете вот дальше в сторону Таганрога, то вот не избежите этих улиц, и именно по ним вы и будете ехать. Но это пока не построят объездную дорогу вокруг Мариуполя для транзитного транспорта. Обратите внимание, здесь вообще никаких нареканий по дорогам нет. Просто дороги сделаны шикарные. Конечно, много, помимо того, что дома нужно построить, много коммуникаций. Это и вода, и отопление, теплотрассы, и канализация, и связь, там телефонная связь, интернет-связь. Все это ведь нужно провести, установить мобильные вышки, мобильных операторов сотовых. Все это тоже нужно делать. А то вот, конечно, видят все, дом вот построили, а чтобы он зажил полноценной жизнью, к нему нужно, естественно, подвести и отопление, и воду, и канализацию. Ну и вот мы сворачиваем с вами с проспекта Ленина и заезжаем на проспект Металлургов. Зеленые деревья. Я помню, вот картинки были такие вот, остовы деревьев. Но сейчас, посмотрите, кроны зеленые, все сформировались, пешеходные переходы разрисованы, светофоры, все работает. Да, машин пока еще немного, но вот народ активно и быстро возвращается в Мариуполь. Уже вот по вечерам на набережной Мариуполя достаточно многолюдно. Вот недавно прошел вечер выпускников, там вот своя бригантина с алыми парусами тоже была, как прям в Санкт-Петербурге. Ну и тоже народу было полно, яблоку упасть негде. Конечно, я ехал в первой половине дня по дорогам мариупольским, люди на работе, может появиться впечатление, что не очень много вот транспорта. Но, естественно, люди работают. Я думаю, что ближе к вечеру трафик на дорогах увеличивается. Но еще и потому, что довольно-таки широкие проспекты, где-то по 2, по 3 полосы движения в каждую сторону. Поэтому пробок вот на мариупольских дорогах не наблюдается. Где-то, видите, только осевая разметка двойная сплошная, разделяющая потоки, а вот промежуточных пока вот не нарисовано разметок. Но все сделают. Где-то только асфальт уложили, еще разметку не успели сделать. Ну и вот эти тополя красивые вдоль трассы идут, как они правильно, пирамидальные. Ну и, собственно говоря, вот можно позаглядывать по сторонам слева и справа дороги. Конечно, жители Мариуполя уже привыкли. Вот я довольно-таки давно не был в Мариуполе. Вот ехал, смотрел, выискивал знакомые места. Ну и, конечно же, дороги меня поразили в Мариуполе. Вот центральные. Я как-то вот, когда ехал из Таганрога, из Ростовской области, проезжал там по окраинам Мариуполя, да, там дороги
где-то только-только укладывается асфальт, где-то еще руки не дошли, там, конечно, похуже. Но сам факт, что вот первым делом, конечно, нужно бы отремонтировать дороги, иначе беда будет, там невозможно ездить. Но здесь все делают в комплексе. Я вижу вот сразу, когда закончились боевые действия, начали делать дороги, и сразу вот комплекс, жилой комплекс новый, все его по всем каналам сразу показывать начали по 100 раз. Вот его ставили в пример, вот смотрите, как строится все это. И всем его показывали. Даже вот когда президент Путин приезжал, так сам за рулем прокатился по Мариуполю, и именно вот в этот комплекс он и приезжал посмотреть. Так что, дорогие друзья, вот здесь, видите, уже, конечно, дороги немного похуже, но все равно достаточно в хорошем состоянии. Трамвайное движение в Мариуполе есть, правда, еще не везде, а в основном вот в центральных частях города. Где-то вот одни рельсы только от трамвая остались, но пока вот нету троллеи. Я думаю, что трамвайные маршруты, конечно же, это такой удобный вид транспорта для жителей города, ну а для туристов тоже сел в трамвайчик и можно не спеша прокатиться, посмотреть по сторонам. Я, правда, не знаю, сколько сейчас проезд в общественном транспорте Мариуполя. Вот местные жители или кто владеет ситуацией, напишите в комментариях. Мне будет интересно, сколько сейчас стоит проезд на общественном транспорте в Мариуполе. Ну, а вот здесь вот тоже видим мы трамвайные пути, и здесь все нормально. Вот сверху идет контактный провод, который питает электродвигатели трамваев и приводит их в движение. Ну и, собственно говоря, вот мы с вами все едем. Это проспект Металлургов, где-то он покрасивее, где-то немножко похуже, но сам по себе город разбросан. Здесь были и есть два таких металлургических завода-гиганта. Не знаю, вот будут их восстанавливать. Какой-то один из них вроде как собираются восстанавливать, другой не собираются. Но это были такие первоначальные планы. Сейчас мне вот об этих планах ничего не известно. Конечно же, когда они работали, львиная часть населения именно вот работала на этих металлургических комбинатах. Ну а сейчас нужно по-любому местное население привлекать, ну, создавать рабочие места. И я думаю, какой-то из этих заводов один хотя бы восстановит. Это, по-моему, Ильича завод, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправьте. Еще раз повторю, если я что-то немножко неправильно или напутал, мы не местные, так что делайте снисхождение, дорогие мариупольчане, или как в простонародье Мариуполь Марик зовут. Мариупольцы. Ну вот, смотрите, машинки на обочинах уже стоят. Это хорошо. Вот слева и справа дома целые, какие-то восстановленные, какие-то такой косметический ремонт был произведен. И их миновали такие большие разрушения. Но в целом центр города уже есть на что посмотреть. Уже тут все нормально. Ну, а, конечно же, если у меня будет возможность и время, можно будет еще и прокатиться не по центру города, а вот по окраинам еще и посмотреть, как там с дорогами, с инфраструктурой. Вот впереди, видите, мы сейчас попробуем догнать с вами трамвай. Как там с инфраструктурой и с восстановлением жилого фонда. Здесь вот сколько я ехал по центральным улицам, не заметил особых раскопок, вот коммуникации, там водоводы и прочее. Видимо, уже все это здесь вот в самом центре восстановили. Потому что по-любому, я помню, когда вот только-только все закончилось, жаловались власти, что изношены коммуникации, водопровод, канализация.
Если вот водопровод включали, очень много порывов было, утечек воды, и все это нужно восстанавливать. Ну а сейчас вот мы, собственно, с вами все это видим, что особо-то и раскопок в центре города нет. Ну и хорошо, значит, вот здесь все восстановили. Как с водой тоже, если есть возможность, в комментариях напишите, как подают воду в Мариуполе, там график по часам или вода круглосуточно, ну и, наверное, по районам как-то. Ну и вот мы с вами поворачиваем и небольшой кусочек проедем по проспекту Ильича. Трамвай вместе с нами повернул, и он двигается по Ильича. Мы, собственно, с вами все только по проспектам проехали. Вот проспект Ленина был, проспект Металлургов был, небольшой кусочек проспект Ильича. Мы сейчас вот сворачиваем, здесь кольцо, и проспект Ильича заканчивается, и начинается проспект Карпова, который нас, собственно говоря, и выведет на дорогу до Донецка. Дорога шикарная. Ну и вот мы двигаемся по проспекту Карпова. Посмотрите, разметка, все видно, прям свежий асфальт, совсем недавно уложенный. Ну и четко здесь все вот и осевая, сплошная, двойная сплошная, и разделяющая, прерывистая полоса, разделяющая полосы в одном направлении. Так что ехать одно удовольствие. Вижу, стоят мачты освещения. Ну, по вечерам идет подсветка. С правой стороны мы видим трамвайные пути. Трамвайчик ходит. Ну и встречается периодически, мне встречались вот автобусы общественного транспорта. Так что вот такой он Мариуполь. Уже летний Мариуполь. Люди уже двигаются потихонечку на курорты Азовского моря из Донецка и из прочих городов Донецкой области. Ну а мы с вами двигаемся к трассе Мариуполь-Донецк и смотрим, каково состояние дорог. Это, еще раз повторю, центральные дороги Мариуполя. Правда, вот единственное, что мне бросилось в глаза, недостаточно заправок вот на проспект. Ну, конечно, в центре города много их, конечно, не воткнешь, но все равно там хотя бы одну-две. Может быть, я невнимательно смотрел, но мне почему-то вот заправки не попадались. Вот я на выезде из Мариуполя уже увидел заправку, и то она пока ремонтируется, не рабочая была. Но, видимо, все заправки ближе к окраинам находятся. Или, может быть, я просто так невнимательно смотрел. В принципе, мне-то заправляться не надо было, бак полный был, поэтому я вот больше внимания уделял качеству дорожного покрытия. Ну, посмотрите, стрелочки по полосам движения, куда повернуть, все просто великолепно. Если честно, дороги Мариуполя меня впечатлили. Ну, вот всякие торговые комплексы вдоль дороги идут. И мы потихонечку с вами вот к выезду из Мариуполя добираемся. Ну, собственно говоря, вы сами все видите, дорогие друзья. На этом я буду заканчивать. Вот дорогам ставлю твердую 5. Центральным, по крайней мере, центральным дорогам Мариуполя. Это вот все проспекты мы с вами проехали. И выезжаем в сторону Донецка. На этом все. Не забывайте поставить жирный лайк, кому понравилось видео. А кому не понравилось, делаем то же самое. Всего вам хорошего и до новых встреч в новых роликах. А мы двигаемся с вами дальше в сторону Донецка.